Итак, сегодня рассмотрим одну интересную статью, которая связана с тем, как стоять в очередях. Какая оптимальная стратегия? Вот одно немецкое издание «Фокус» дает 3 совета, как выбрать самую быструю очередь и не терять зря время. И прежде всего речь идет о том, что есть определенные правила, соблюдая которых можно избежать ошибки, то есть можно ошибки оказаться в самой медленной очереди в кассу. Причем речь идет не только о пенсионерах, которым вроде бы некуда торопиться. И есть 3 основных момента, учитывая которые вы наверняка сможете выбрать самую быструю очередь. Первое. В какую кассу меньше всего народу? Эта очередь будет двигаться быстрее, даже если лента транспортера завалена покупками. Ведь больше всего времени занимает процесс оплаты. Из 9 рабочих часов в среднем лишь 3,5 уходят на сканирование товаров, а все остальное время на процесс передачи денег из рук покупателя в руки кассира. Второе. В какую кассу стоит больше молодых людей? Ведь если в очереди есть группа подростков, то расплачивается часто кто-то один из них, и он уже держит деньги наготове. Таким образом, очередь только кажется длинной, но оплата проходит быстро. Это касается также больших семей, покупающих продукты на всю предстоящую неделю. А вот пожилым людям на кассе обычно требуется больше времени. Единственное исключение – они расплачиваются наличными, а это значительно быстрее, чем платить картой. Третье. Какие товары лежат на ленте? Ведь просканировать ценники на аккуратных упаковках с товаром быстрее, чем на пакетах, информация с которых сканер зачастую не может считать с первого раза. А если кассиру еще приходится постоянно взвешивать овощи и фрукты, то на это уходит еще больше времени. Впрочем, никто не застрахован от того, что в очереди перед ним окажется медленный покупатель, из-за которого время ожидания затянется. Но срочно переходить в соседнюю кассу тоже не всегда разумно, особенно если своя очередь уже успела продвинуться вперед.